Я собрала красивые места для крутых скриншотов в Киберпанке. Также кратко покажу и расскажу, как я создавала свои фото в этих местах. Сразу уточню, что это не гайд по созданию крутых скринов, потому что у меня присутствуют некоторые моды для фоторежима и поз. Я просто покажу интересные, на мой взгляд, локации в игре, где можно создавать скриншоты и без модов. А мои идеи я покажу лишь для вдохновения. Моды на позы и на дополнительные настройки фоторежима, которые я использую, оставлю в описании. Начну с фотографии на фоне обычного неба с сухой пальмой. Этим скрином я хочу показать, что красивое место можно создать даже из пустоты, чем я в принципе и буду заниматься в этом видео. Изначально я думала все скрины делать вертикальные, так как мне казалось, что так получается намного красивее, и лишние детали на горизонтальном разрешении не засоряют фон. Ну или как здесь, пустое пространство не перетягивает на себя внимание. Но посидев 15 минут с изогнутой шеей, было принято решение делать только горизонтальные снимки. Кто бы мне сказал, что в самом фоторежиме, оказывается, можно просто переключать разрешение. А я об этом узнала только после того, как сделала более 100 скринов для этого видео. Вот, кстати, то самое место, где я об этом узнала. И вот такой скринчик тут можно сделать со своей машинкой. Место довольно обычное. Так сделать, в принципе, можно с любым высоким зданием, так что идем дальше. Довольно незаметное место в переулке с красивой, как по мне, золотистой решеткой. Чуть-чуть подсветить тут все вокруг до золотистой корочки. И не полениться, как я, а одеться в одежду с какими-нибудь золотыми вставками, и получится элитный продавец лапши. Я считаю, что раз город построили таким большим, то каждый его сантиметр подходит для красивого фона при правильном подходе. Следующее место точно нельзя назвать фотогеничным при дневном освещении. Здесь я немножко уменьшила выдержку, чуть-чуть наколдовала теплого света, подобрала купленную в магазине одежду под фон, и вот уже кажется, будто скрин сделан в дорогом баре, а не в грязном переулке с бомжами. Почти все скриншоты у меня сделаны в ночное время суток. Все, что я находила и все, что вдохновляло меня, красиво светилось, ну, понятное дело, именно ночью. Поэтому сет из локаций получился в стиле типичного киберпанка с неоном. Вот как раз следующая локация этому подтверждение. Такие кальяны можно найти в разных местах. Здесь можно и персонажа за стекло поставить, но видно его будет плохо. Возможно, конечно, мод на глянцевое стекло поможет, чтобы предметы за ним были более четкие. Но я не хотела такой мод ставить, мне в принципе для игры это не важно. Зато не нужно включать размытие фона, которое как-то криво работает иногда. А это место напомнило мне кадры из фильма «Доктор Стрэндж», где здания меняли форму и перемещались. Персонажа я поставила на высокий рекламный баннер, чтобы она была ближе к такому интересному пространству между зданиями. Время и погоду я выбрала такими, чтобы дома на заднем плане были немного в тумане, как бы вдалеке и уходили на задний план, а на переднем цвета оставались серыми и минималистичными. Следующая локация встречается нередко, это просто большая клумба с бамбуком, вокруг которого стоят неоновые розовые лампы. Как раз то место, где скрин лучше делать вертикальным. Я в этом месте выбрала погоду с пыльной бурей. Это немного замылило в туман левую и правую стороны с неподходящим фоном. А вот самое банальное место, но оно мне нравится. Это магазинчик с лапшой, который стоит чуть ли не на каждом шагу. В похожих банальных местах я могу устроить фотосессию прямо на стриме. И просто в тишине сижу, настраиваю камеру 5 минут для удачного ракурса. Так что я решила запечатлеть такие локации на видео, чтобы больше не тратить на них время на стриме. Ну, если, конечно, это не будут локации на миссиях, в которые потом невозможно будет добраться. Здесь просто красиво подсвеченные арки. Думаю, тут и машину классно можно заскринить. Ну, естественно, я об этом додумалась уже при монтаже. Локации с красной подсветкой мои любимые. Для меня они на вес золота, потому что обычно подсветка везде розовая или фиолетовая, а мой любимый цвет именно красный. Следующее место находится возле магазина. Это буквально стена магазина. Я хотела разбавить немного неон каким-нибудь минимализмом, но чтобы он выглядел при этом стильно. В самом магазине тоже можно много классных скринов сделать, так как он сделан очень стильно и дорого. Но я подумала, что место в магазине слишком банальное и лучше возле бетонной стены сфоткаться. Но без подсветки с ночным режимом все-таки не обошлось. Тут у меня снова ассоциации. Мне это здание напомнило логотип Мстителей. Ну, на английском у них буква А на здании. И да, я пересмотрела все фильмы Marvel буквально перед созданием этого видео. Но это последняя ассоциация, я честно говорю. Но если честно, то это здание как будто здесь по бартеру. Просто из-за моей ассоциации. Я крутила-вертела камеру в разные стороны и так и не поняла, зачем я тут сделала скрины. Места с растениями — это самая лучшая локация для скриншотов. И днем, и вечером, и в любую погоду. Главное не забывать про дополнительное освещение. Растения всегда смотрятся фотогенично на пустом однотонном фоне. Я видела много клумб с такими же растениями в других местах, но они всегда были расположены так, что вокруг всегда был какой-то мусор или цветные вывески на фоне. А эта серая стена прям находка для меня. После красного освещения, конечно же. Эта локация выглядит вообще как кадр из фильма. Жаль, нет подсветки на левом здании для большей эффектности фона. Вообще, я заметила, что это и есть мое хобби в киберпанке. Кто-то устанавливает 200 и больше модов для графики, кто-то любит модифицировать персонажа, а мне вот нравится рассматривать локации и находить в них что-то интересное для скринов. Здесь находится следующая локация.
Нужно повернуть камеру под определенным углом, чтобы фон полностью был металлическим. В этом месте можно сфотографироваться на фоне моста. Особенно красиво он выглядит в тумане, когда не видно зданий на заднем плане. Но тут я немного неправильно сделала свет, и персонаж сильно выделяется оранжевым цветом на таком загадочном бледном фоне. Так что лучше использовать синюю подсветку. Или вообще фильтр черно-белый. Обычный пешеходный переход. Незаслуженно незамеченный, как по мне. Ведь на нем можно сделать очень даже стильные кадры. Моя прическа здесь куда-то провалилась. Не первый раз уже такое она портит мне красивый скриншот. Подстриглась, переоделась и нашла вот такой необрыганный лифт для стильных скриншотов. В этом доме вообще немало мест для скриншотов, так что я акцентирую внимание не на лифте, а на этой локации в целом. Вот как раз место перед лифтом на первом этаже. Ну буквально фотозона. Можно даже подсветкой не пользоваться. Я даже тени на лице оставила, потому что у персонажа красиво светятся глаза под цвет этого фона. В этом баре я украла идею для скрина у NPC. Ой, пси? В этом баре я украла идею для скрина у NPC. Я просто ходила, рассматривала локацию и смотрю, девушка так загадочно и красиво стоит у стены. Ну, NPC не стены, подвинутся, так что выключаем их и фоткаемся. Я тут еще добавила чуть-чуть размытия на фон. А это мой самый любимый скрин в этом списке. У меня была идея сфотографировать персонажа на мосту, где она так красиво наклоняется с моста на фоне дороги с загруженным трафиком. Первый мост с такой дорогой я нашла, но проблема была в том, что стена моста была слишком толстая, и красиво наклонить персонажа над потоком машин не получилось. Но потом совершенно случайно мне попалось другое идеальное место. Вокруг красота, пальмы, тонкий стеклянный мост. Поза идеально сделана под мою идею. Но ни одной машины, как так вообще? Последние 3 места находятся в зоне локации из дополнения, так что пройдусь быстро. Люстра в баре в виде пирамиды. Моя идея заключалась в том, чтобы сделать сцену в стиле боевика, как будто персонаж висит на проводах этой лампы в боевой позе. Вход на стадион с кучей светящейся рекламы. Тут мне уже явно надоело делать скрины, и я просто фоткалась везде, где был неон. Фоткаться тут походу нельзя, потому что охранники напали на меня, и на экране появились такие белые полосы. Ну ладно, по стилистику этого скриншота они в принципе подходят. Последнее место, про которое все знают, если есть дополнение к игре, но я все равно хочу его показать, потому что оно реально крутое. Нет, не мусорка, а именно стенд с телевизорами. Кстати, забыла дать совет в начале видео. Иногда при использовании дополнительного света в фоторежиме функцию тени лучше отключать, потому что она иногда ложится лесенкой или просто некрасиво отбрасывает тень от персонажа на объекты возле него. Это пока что все места для скриншотов, которые я хотела показать и, возможно, кого-то вдохновить своими вариантами видения этих локаций для фотографий. И после такого длительного и детального осмотра улиц Найт-Сити мне захотелось пойти поскорее выполнять задания. Потому что просто ходить по такой огромной карте и ничего не делать и скучно и утомительно. Всем пока!